Здравствуйте, друзья! Информация для вас сейчас, о чем вам нужно знать. Информация идет через квантовый оракул. У нас будет с вами 4 варианта. Задайте вопрос, что для меня сейчас важно, какую информацию мне нужно услышать. И выберите один из 4 вариантов. Сейчас я положу камушки. Вы можете выбирать по камушкам, вы можете выбирать по цифрам. Так, первый вариант. Так, наверное, чуть-чуть подвину. Первый вариант, второй, третий и давайте розовый кварц, да, 4-й. Выбирайте, пожалуйста, ваш вариант. Информация для меня сейчас через квантовый оракул, о чем мне нужно знать, на что обратить внимание и совет. Так. Первый, второй, третий, 4-й вариант. Пока вы выбираете, я подготовлю колоду. Под видео будут тайм-коды. Ну и не забывайте ставить лайки, пишите ваши комментарии, как у вас информация созвучна для вас. Ну и просто что у вас происходит в жизни. Так, информация для зрителей этого видео. 4 варианта от квантового оракула. Что у вас происходит сейчас? Первый вариант. Так, на что вам обратить внимание? Что вас ждет в ближайшее будущее? Совет я потом буду доставать, да, чтобы не спутаться. Да. Второй вариант. Что у вас происходит сейчас? На что обратить внимание в ближайшее будущее? Третий вариант. Что сейчас? На что обратить внимание в ближайшее будущее? И 4-й вариант. Что у вас происходит сейчас? На что обратить внимание и в ближайшее будущее? Так, расклад готов. Я надеюсь, вы определились с вашим вариантом. Если нет, можете поставить паузу. Не торопитесь. Ну, вы знаете, что интуиция работает первые 3-4 секунды. Потом включается мозг, мы начинаем ковыряться, выбирать. Можете, конечно, все 4 варианта послушать. Если у вас ничего, как бы не... Или бывает, знаете, и 2-й, и 3-й вариант появляется, или там 4-й, и 1-й. Значит, и там есть для вас информация. Хорошо, сказала много. Начинаем с 1-го варианта для тех, кто выбрал вот этот камушек. Что у вас происходит сейчас? На что вам нужно обратить внимание? Что вас ждет в ближайшее будущее? Так, ну давайте сразу мы с вами совет достанем для вас. Дискресс. Так. Первая карта — это Milestone. Это какая-то серьезная веха в вашей жизни. Это 6-ка Эванс. Эванс у нас это событие. Ну, на первой карте, вот что у вас происходит сейчас, мы видим, что вот накрыт стол для какого-то банкета, стоит кубок. Кубок, как правило, это какое-то награждение, да, это что-то, то, что, может быть, вы одержали в чем-то победу. Конечно, карта может показывать, что вы отмечаете какой-то юбилей. Это может быть день вашего рождения. Может быть, какая-то годовщина для вас или кого-то близкого у вас. У кого-то может быть свадьба. Но также вот эта карта может раскрыть что-то более срочное и важное для вас. То есть вы сейчас, может быть, готовы заложить новый этап в вашей жизни. Это может быть этап выбора. Может быть, вы хотели сейчас или хотите сейчас начать учиться чему-то. Или, может быть, отказаться от старых паттернов, таких как курение, выпивка, может быть, что-то другое. То есть начать как бы новую жизнь, да, с чистого листа. Но вот эти изменения для вас сейчас являются главными. То есть вы готовы к этим переменам. И вот эта карта говорит вам о том, что пришло время праздновать вашу силу. То есть вот этот кубок — это может быть победа
даже над самим собой, или над какими-то своими паттернами. На что вам нужно обратить внимание, это candid partnership, это счастливое партнерство, да, и вот в прямом положении мы видим мужчина и женщина как бы кружатся в вальсе, тут вот радуга, вода, море, отдых. Но карта у вас легла в перевернутом положении. Она может показывать какое-то разделение. Кто-то или что-то, которые являются частью вашей жизни, может от вас отдаляться. Это может быть вот как физическое расстояние с любимым человеком, или это может быть что-то гораздо более серьезное. Конечно, здесь может быть и полный разрыв, разлука с членом семьи, или может быть разлука с хорошим другом, или даже для кого-то судебный спор. Вот эта вода показывает, что у вас сейчас может быть очень эмоциональное время, поэтому вам следует обратить внимание на себя, на самое важное для вас партнерство с самим собой и в определении вашего будущего. Может быть, вот это разделение – это ваш собственный выбор, или вам может показаться, что оно пришло совершенно неожиданно. Но так или иначе, да, позвольте себе немножко погрустить, выражайте любые эмоции, потери, гневы, боли, не держите их в себе. Говорите: я отпускаю любые негативные энергии и возвращаю себе свою силу, спокойствие, гармонию и баланс. А вот что будет происходить у вас, все-таки вот темные мысли вас захватят. Вот прямая карта Dark Souls — это темные мысли, и человек входит вот в этот лабиринт. Когда карта приходит прямая, здесь идет предупреждение о возможных мрачных тенях в вашей внутренней и внешней жизни. Карта служит сигналом, что вы можете быть вовлечены в какие-то сомнительные действия, может быть, даже с подозрительными людьми. Внимательно посмотрите на все новые события в вашей жизни и на людей, с которыми вы сейчас будете общаться. Действительно ли они уважают вас и резонируют с вами? Однако вот эти вот темные переулки, о которых вы должны сейчас знать, это извилистые паттерны негативных мыслей, нездоровых привычек, которые имеют место в вашей жизни. Вот это беспокойное мышление или бегство от жизни могут быть вашим основным паттерном. Но сейчас вот для вас наступает время взять все это под контроль. Управляйте своими негативными мыслями, создайте более здоровые привычки, такие как правильное питание, регулярные физические упражнения, отдых. Не позволяйте себе опускаться вот к этим темным аллеям, лабиринтам страха, беспокойства, неуверенности в себе. Выберите путь, который приведет ваши мысли в порядок, и сделайте здоровый выбор, оставив все вот эти темные переулки, реальные или, может быть, воображаемые, позади вас. Совет, дискриз. В прямом положении эта карта показывает, как вода течет сквозь ваши руки. Это может быть период реального эмоционального ограничения. Здесь может быть вот потеря денег, да, вот деньги как бы сквозь пальцы уплывают. А может быть какие-то непредвиденные расходы. Также может быть это личное сокращение. То есть вот может быть кто-то из членов семьи, ну, например, ваш ребенок поступает в колледж и покидает родительский дом, или, может быть, просто ваш ребенок там вышел замуж, женился, да, и создал уже свою семью и тоже от вас ушел. У кого-то это может быть в прямом положении. Я говорю, в прямом она у вас перевернута. Это может быть разрыв отношений или потеря работы. Карта ложится перевернутой в совет, и теперь вот этот ручеек начинает течь в ваши руки. Карта может показывать в первую очередь это стабилизация, но со временем вас может ожидать некоторое увеличение, например, свободного времени, денег, любви, ценностей.
Да, скорее всего, вы прошли через период изоляции, финансовых ограничений. Но вот этот цикл, да, сайкл — это цикл нашей жизни, он заканчивается. Вот теперь вот эта река возможностей начинает литься в ваши руки. Ну, первым шагом к смещению этого цикла, снижения в рост, является стабилизация. Внешние факторы вокруг вас, такие как работа или экономика, могут прийти в равновесие. Но и вам важно восстановить ваш внутренний баланс. Конечно, это увеличение не такое быстрое, как, например, есть такая же карта в этой колоде, называется инкриз, это увеличение. Но оно будет постоянным. Поэтому сейчас вам необходимо предпринять действия, чтобы направить эти позитивные перемены так, как вы желаете. Такой у нас первый вариант. Я благодарю вас, единички, за просмотр. Жду ваших комментариев, лайков. Всего хорошего. Мы начинаем второй вариант для тех, кто выбрал второй вариант и красную яшму. Давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас, на что вам нужно обратить внимание и что вас ждет в ближайшее будущее. Как интересно, да? И совет давайте вам достанем. Для двоечек совет. Так, ну здесь перекос, скорее всего, в духовное, да? Перекос в духовное. Вот здесь вот в этой был дискриз перевернутый, а у вас инкриз, да, это увеличение, достаток. Хорошо, первая карта у нас это teacher, это учитель, карта перевернутая. Учитель в перевернутом положении. В прямом мы видим, что стоит человек, и он передает какие-то знания вот женщине, которая сидит, читает книгу. Но здесь эта карта может показывать ваше новое обучение, или, может быть, это какая-то новая духовная практика, или более глубокое психологическое понимание. Да, в нашей жизни очень много учителей, таких, о которых вы даже, может быть, и не знаете, а также есть книги, какие-то онлайн-курсы. Если она ложится перевернутой, скорее всего, был у вас какой-то период обучения чему-то. Но так как карта легла перевернутая, она может указывать на ваши нынешние чувства дисбаланса, неуверенности, может быть, даже скуки. Очевидно, какая-то проблема у вас должна быть решена, и вы не можете понять, как достичь той цели, к которой вы так долго идете. Может быть, вы сейчас запутались в какой-то ситуации или в отношениях, но вот эта перевернутая карта говорит, что пришло время успокоиться и пересмотреть происходящее. Возможно, есть кто-то, кто может вам помочь вот в этом вопросе. Может быть, также вам уже дали какой-то совет. Поэтому загляните внутрь себя и изучите, какое решение для вас наиболее приемлемое. Ну и вообще раскройтесь для руководителей, учителей, друзей, потенциальных наставников, как в личном, так и в духовном плане. Вот руководство, которое вы сейчас получите, может быть именно тем, что вам нужно, вот для того, чтобы изменить вот эту ситуацию и вернуть вашу жизнь в равновесие и баланс. Почему я проговорила про духовного какого-то учителя или наставника? Потому что здесь у вас ложится The Healing Light, это свет исцеления, это восьмерка спирит это дух. Мы видим, что женщина держит какую-то сферу. Вы знаете, вот мне, как мастеру рейки, это напоминает, когда мы энергией рейки создаем шар и закладываем туда какую-то идею, и при помощи рейки мы этот вопрос прорабатываем. Но еще, конечно, это целительная энергия. Вот перевернутая карта, на что вам нужно обратить внимание, она может говорить, она говорит о том, чтобы вы знали, что сила целителя находится внутри вас. Ваша вечная душа связана с любовью и светом Божественного и способна принести великое разрешение в вашу жизнь и жизнь других людей. Но вот эта ваша изумительная сила, она не заканчивается только в отношении
самому себе. Карта вот в такой позиции сигнализирует о вашей способности делиться своей целительной энергией со Вселенной. Вы можете реализоваться в медицине, в альтернативных подходах, таких как излучающий свет, практически рейки, или энергетическое исцеление, может быть, тета-хилинг, что-то еще. То есть вот сейчас для вас самое время исследовать эти области. И если вы уже занимались такими учениями, эта карта указывает на возможную даже карьеру в этих областях. Такие профессии, как медицинский интуитив, акупунктура, массаж. То есть вот это все вы тоже можете рассмотреть в виде профессии. Поэтому вам говорят, обратите на это внимание, позвольте себе следовать путем целителя, которым призывает вас ваше сердце. Доверьте своей собственной огромной силе, своей способности донести вот эту информацию, эту энергию до других людей. Знайте, что вы несете целительный свет внутри себя. Так, что вас ждет в ближайшее будущее? Это hidden motivation, это скрытые мотивы. Да? Вот когда что-то закрыто вуалью, это в прямом положении. Карта может указывать на какое-то важное решение, ситуацию, о которой у вас нет всей информации. То есть вам нужно просто было набраться терпения, подождать, какое-то знание придет, и вы сможете действовать. У вас эта карта перевернулась. Да? Очень, кстати, они как-то прям вот похожи, эти две карты. Перевернутая показывает, что возложенные на вас самим собой какие-то блоки, паттерны, ограничения начинают устраняться. Ваши мысли становятся более сосредоточенными. То есть фактически все, что вам нужно сейчас знать, начнет проявляться таким образом, чтобы дать вам силы и расчистить путь вперед. Возможно, возникли в прошлом некоторые сомнения относительно того, чего вы действительно хотите и того, как этого добиться. Возможно, были другие, чьи-то скрытые мотивы, которые вам мешали. Но сейчас наступает время силы, проявления ясности для вас. Поэтому карта вам говорит, пересмотрите ваши планы, действуйте в свете ваших высших намерений. И когда вы проясните все ваши намерения, вы можете сделать очень большие шаги по направлению к вашим желаниям. И совет у нас. Совет — это инкриз, да, но инкриз — это увеличение, рост, но карта перевернулась. В прямом положении идет дорога, широкая, свободная, к какому-то шикарному там замку, и вокруг по обочинам этой дороги лежат драгоценные камни. То есть карта может показывать период увеличения. Это может быть увеличение возможностей, это может быть расширение там недвижимости. Это что-то вот материальное, да. Также это может быть увеличиваются члены вашей семьи или ваш бизнес. Инвестиции растут, вот, покупка недвижимости, ну вот все, что связано с материальным миром. Карта совета у вас ложится перевернутая. Она может показывать, что вот эти кристаллы сейчас, которые лежат, да, по дороге, они как бы вот с вашей дороги падают. Но это не указывает на, как вот здесь, карта — это дискрет, это полная потеря, это когда вот все течет сквозь руки. Это может быть какое-то время для вас, например, осторожности, как бы сбора внутренних и внешних ресурсов для подготовки к каким-то, возможно, ограничениям в будущем. Ну, например, вы захотите заняться целительской практикой, понимаете, что сразу вы не сможете вот эту свой духовный опыт перевести в хорошее материальное обеспечение. Поэтому вот здесь вам как бы в совет говорят, не тратить как бы ваши материальные ресурсы, а постараться что-то скопить. Но также эта карта в совет говорит, что вот эти ограничения могут быть, например, добровольными. Может быть, вам придется отказаться, там, например, от какого-то хорошего отпуска, чтобы начать копить деньги на обучение детей
Или вы можете использовать ваше свободное время, чтобы получить новые знания, которые продвинут вашу карьеру или ваш духовный рост. Хотя вот эти ограничения также могут быть продиктованы внешними обстоятельствами, вы все равно сможете сознательно и четко отреагировать, потому что вас уже предупредили. Если вы ищете конкретную цель, может быть, сейчас вам следует рассмотреть другие варианты или расширить ваш поиск. Ваша правильная реакция удержит вас вот на этой дороге, на которой вы сейчас находитесь. Такой у нас был с вами второй вариант. Львочки, благодарю вас за просмотр. Если что-то не поняли, пересмотрите. Иногда информация сразу не воспринимается. Хорошо, мы переходим к третьему варианту для тех, кто выбрал обсидиан. По-моему, он так называется. Давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас, на что вам нужно обратить внимание и что вас ждет в ближайшее будущее. Так, совет. Для третьего варианта совета. Ух ты. Так, family, friend and guidance – это друзья, духовные наставники, духовная семья. Первая карта у вас – это четверка consciousness. Consciousness – это осознание. Вот карта, конечно, перевернутая, но потом-то карты хорошие. Но вот здесь эта карта называется Great Gratitude. Это большая благодарность, великая благодарность. В прямом положении мы видим, стоит женщина, вот, она держит птенчиков, вокруг тоже ее птицы. И эта женщина очень глубоко ценит простую сладость мира. Она ценит то, что у нее есть. Она испытывает благодарность, то есть это понимание того, что у нее есть, это ценность того, что у нее есть. И это способно как бы во Вселенную передавать вот эту положительную вибрацию, что даже если у нее вот совсем мало то, что у нее есть, но все равно она это передает во Вселенную. Она благодарна за то, что есть. И Вселенная ей отвечает еще большей благодарностью. Вот перевернутая карта для вас может указывать на глубокую неудовлетворенность тем, что происходит. Да, может быть, вы недавно потеряли или погрузились во что-то, что вас очень разочаровало. Может быть, вы просто так и не научились быть счастливым. Обратите сейчас внимание на те ценности, которые есть в вашей жизни. Освободитесь от любой зависти к другим людям. Вот когда вы постоянно жаждете то, что есть у других, вы игнорируете радость, которую можете выбрать, чтобы заняться самим собой. Вот этот ваш явный отказ быть благодарным несет энергию нехватки в вашей жизни. То есть вы выражаете неблагодарность, вы выражаете, что у вас этого нет, и Вселенная это слышит и передает вам эту же энергетику, эти же вибрации. Вот если вы научитесь благодарить просто за то, что у вас уже есть, то ваша жизнь превратится из полного разочарования в полное удовлетворение. На что вам сейчас обратить внимание? Здесь ложится единица cycle. Cycle – это цикл нашей жизни. И здесь new beginnings, новые начинания. Прямая, мы видим, что малыш сидит, радуется. Да? Малыш – это что-то новое. Арка открывается, какие-то возможности. То есть карта знаменует для вас приближение чего-то удивительного и нового. Это новое начало может указывать на конец чего-то другого. Как в случае, например, ухода с одной работы для того, чтобы начать новую. Или это может означать добавление нового устремления, такого как рождение ребенка, новые отношения, а также расцвет уже имеющихся. Поэтому карта вам говорит, будьте сейчас готовы к чему-то захватывающему, то, что у вас уже на пороге. Может быть, вы планировали это и предприняли шаги, чтобы это произошло. А может быть, вы были удовлетворены существующим положением вещей и не принимали во внимание какие-либо изменения. Но даже если так, вам говорят сейчас, держите ваши глаза и сердце открытыми.
для возможности начать что-то новое. Ну и независимо от того, занимаетесь ли вы творческим хобби или начинаете духовную практику, вот эта энергия чего-то нового сулит вам очень большую ценность в вашей жизни. И вот что вас ждет, да, и тут единица Evans — это Great Achievement, это великие достижения. А Evans — это событие, и мы видим, что здесь накрыт стол к какому-то банкету. И вот эта прямая карта показывает вам время великих достижений. Работа, в которую вы вложили много сил, или какой-то проект, все это скоро окупится, и вы получите плоды ваших усилий. Также здесь хорошие перспективы может быть с деньгами, с работой, с творческими проектами или делами, касающимися семьи или дома. Вот что бы это ни было, наслаждайтесь плодами своего труда. Несмотря на то, что кульминация ваших достижений близка, вам нужно будет еще кое-что сделать. Ну, мы понимаем, что подготовка банкета занимает какое-то время и требует планирования. Этот успех принесет вам большое удовлетворение, но помните, что ваша ежедневная радость также может быть вот этим вот банкетом. И не забывайте благодарить. Будьте в благодарности за то, что у вас есть, и то, что у вас появится. Совет. Это у нас карта шестерка Spirit. Spirit — это дух. Карта называется Family, Friends and Guides. Это друзья, семья, друзья и руководители, наставники, но это на духовном плане. Перевернутая карта несет вам уведомление о прибытии или присутствии важного проводника в вашей жизни. Это может быть проводник, скорее всего, на духовном плане, по вашим талантам, или может быть это проводник, который несет какие-то кармические из прошлой жизни, ну или какой-то другой эксперт. Для вас каждый дух может быть гидом вашей жизни, от вознесенных владык до ваших родственников, которые уже ушли, или, может быть, ангелов, архангелов. Они все вибрируют в божественной сфере, и вы можете получать от них информацию. Вот эта перевернутая карта, как в совет, призывает вас получить доступный совет для вас относительно проекта, над которым вы работаете. Здесь может быть проводник в духовном плане, который может вам помочь, но вам нужно его как бы попросить. Они не имеют права вмешиваться в нашу жизнь. Они помогают нам, когда мы их просим. Это, например, может быть кто-то известный, например, если вы хотите нарисовать картину, это может быть какой-то художник, или вы хотите создать какое-то музыкальное произведение, это может быть известный композитор или там писатель. Самое главное, не думайте, что вы не заслуживаете помощи вот этих вот легендарных духов. Им нравится то, что они делали, находясь на земном плане, и им нравится помогать тем, кто сейчас следует вот тем же занятиям. Но у вас также есть личный проводник, который всегда рядом, он находится около вашего плеча. Он всегда шепчет вам мудрость, чтобы помогать. Поэтому раскройтесь для мощного присутствия, о котором показывает эта карта. Прислушайтесь к тому шепоту, который выглядит как наш внутренний голос. Может быть, вы здесь получите какой-то ценный совет. Вот такой получился у нас третий вариант. Благодарю вас, троечки, за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего хорошего. У нас четверочки для тех, кто выбрал яшму, розовую яшму. Ой, не яшму, а розовый кварц. Давайте посмотрим послание для вас, информацию для вас, что у вас происходит сейчас, на что вам обратить внимание и что вас ждет в ближайшем будущем. Ох. Да, совет еще вам сейчас посмотрю. Совет для четвертого варианта. Дезервер. Первая карта. Карта у нас показывает, называется она Present Power. Это настоящая власть, сила.
Она показывает человека, мужчину, который стоит на каком-то пьедестале, и он держит цепи от двух зверей. В левой руке у него лев, который представляет прошлое. В правой руке он держит тигра, который представляет будущее. То есть вот эти звери сейчас ведут себя тихо, и человек контролирует ситуацию. Вот мысли о прошлом и забота о будущем не могут ни ускользнуть от него, ни поглотить его. То есть вот эта карта сейчас говорит, что вы сейчас очень сильны, но у вас есть проблемы, на которые надо обратить внимание. И если есть вопрос, который нужно решить, проект, который нужно завершить, или решение, которое нужно принять, вот сейчас самое время этим заняться. Потому что перед вами открываются хорошие возможности. Но вот на что вам нужно обратить внимание, deception, прямая, это предательство, манипулирование, обман, хитрость. То есть вот сидит женщина, у нее из сердца вырывается вот этот яркий свет. Но у нее за спиной стоят люди, которые о чем-то шушукаются. По этой карте, на что обратить внимание, есть предупреждение. Будьте осторожны, вещи не такие, какими кажутся. Кто-то из ваших близких людей не сочетается с вашими интересами или, может быть, даже действует против вас. Это может быть человек или люди на работе, это может быть друг, член семьи. Проявляться это может в виде тонкой манипуляции, а может быть даже предательства. Сейчас, если вы будете втянуты или уже втянуты в судебное разбирательство, возможно, есть информация, которая от вас пока скрыта. Но, однако, вот по этой карте обман-то может быть личным. Подумайте, есть ли что-то, что вы игнорируете или даже в чем-то себе лжете. Может быть, вы предали себя в своем выборе или в том, как относиться или разговаривать с самим собой. Ну, вообще карта говорит, что бы ни происходило, не паникуйте. Будь то внутренняя или внешняя проблема, вы можете постоять за себя. Вы заслуживаете честности, уважения и поддержки. Поэтому дайте это сначала себе и требуйте то же самое от других. Вот этим вы будете привлекать в свою жизнь еще большую поддержку. Вот что вас ждет в ближайшее будущее? Здесь идет как-то тут две женщины, да? Здесь идет информация, карта называется Behind the Mask, за маской. Когда мы прячем свою истинную сущность, свое лицо, или мы, может быть, кому-то подражаем. Мы видим, что стоит женщина, да, на ней одета очень элегантная маска. Но вот эта маска скрывает практически всю часть, верхнюю часть ее лица. Карта показывает хорошо скрываемую личность. То есть даже друзья не могут ее узнать. Эта карта может показывать важный конфликт в ваших намерениях. У вас бывают моменты, когда ваш взгляд на себя настолько негативен, то есть вы считаете, что должны скрывать, кто вы есть на самом деле, или, может быть, притворяться кем-то, кем вы не являетесь. И все это приводит как бы к хаосу в ваших мыслях. Вы сравниваете себя с другими, всегда соревнуетесь и, скорее всего, чаще всего проигрываете, но в вашем собственном мнении. Вы продумываете все до мельчайших деталей, обращаете внимание на любые недостатки, стремитесь сделать все идеально, и это может вызывать у вас беспокойство по поводу того, что думают о вас другие люди. Но хуже всего то, что вот этот постоянный поток самоосуждения превращается в какую-то бушующую энергетическую реку, которая отталкивает все ваши цели. Ведь совершенно невозможно привлечь ваше настоящее желание. То есть Вселенная не может исполнить ваше желание, если вы никогда не позволяете себе быть настоящим самим собой.
Вот эта прямая карта говорит вам, что вы можете и должны отбросить вот эти ложные осуждения себя, независимо от того, насколько глубоко сидит в вас эта модель. Ваша ценность исходит от вашей вечной истины, а не от чужого взгляда. Поэтому позвольте себе расслабиться и снимите наконец-то эту маску. Вот откройте для себя свет духа внутри вас и вокруг вас, и станьте наконец-то самим собой. Когда вы примете себя таким, какой или какая вы есть, вот что бы ни думали другие, вы можете почувствовать себя полностью освобожденным, может быть, даже впервые в вашей жизни. А в совет вам ложится шестерка Consciousness, карта называется Deserving. Deserving — это заслуживающий уважения, это достойный. Карта прямая, мы видим, стоит женщина, кругом цветы, тут огромный замок за ее спиной. Она наслаждается вот этой прекрасной окружающей природой. У нее счастливая полноценная жизнь, и она знает, что заслуживает всего, чего достигла. Вот результаты, которые вы хотите и заслуживаете, выстраиваются для вас. Вы сейчас можете ускорить сроки, если вы готовы это получить. Для вас пришло время по-настоящему почувствовать себя достойным всех благ этого мира и знать, что вы заслуживаете вот этих великих, хороших вещей, которые может предложить вам сейчас Вселенная. Будь то это любовь, карьера, деньги, исцеление. То есть мир и Вселенная готовы вам все это предоставить. Знайте, что вы этого достойны, но будьте готовы к этому получению. Ну и снимите эту маску. Вот такой у нас был 4-й вариант. Я благодарю вас за просмотр. Пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Всем хорошего.